Итак, мои дорогие, начнем с вами проводить небольшой эксперимент. Хочу приготовить классический бисквит с черникой. Посмотрим, как себя поведет замороженная черника в бисквите, как будут распределяться ягоды, и вообще поднимется ли бисквит, потому что я очень в последнее время люблю классический бисквит, и мне хочется его как-то немного разнообразить. Беру 4 яйца, общий вес яиц у меня 215 граммов. Добавляю к яйцам соль, где-то 3 чайные ложки соли и 120 граммов сахара. Взбиваю все на высокой скорости миксера 15 минут. Мощность моего миксера 450 Вт. Прошло 15 минут. Яйца очень хорошо взбиты. Посмотрите, какая густая пена, которая долго держит форму. 100 граммов муки и 20 граммов крахмала перемешаем. Высыпаем сразу же всю муку в яичную массу. И несколько движений сначала на маленьких оборотах, а затем на больших оборотах перемешиваем только до объединения, недолго. Сейчас некоторые могут забросать меня тапками, гнилыми помидорами, сказать, что так никогда не замешивается. Но вы знаете, я уже пробовала разные способы замешивания, складывающие лопаточками. Но такого хорошего бисквита, как при таком замесе, у меня никогда не было. Он получается мелкопористый. И смотрите, как хорошо масса держит форму, она гладкая, ничего с ней не произошло. За эти несколько секунд перемешивания. Вот такое воздушное тесто. Распределяю тесто по 3 формам диаметром 18 сантиметров. Немножечко прошлась лопаточкой, чтобы проверить, не осталось ли промесов. Помогаем тесту слегка распределиться, оно достаточно такое воздушное, густое. Слишком сильно его не разравнивайте, просто немножечко распределите по кольцам. Теперь я заранее подготовила в мисочке черники. Она стоит у меня в морозильной камере. Достаю чернику. 100 граммов замороженной черники. Вот именно с замороженной хочу попробовать, что получится. Перемешиваю с мукой. 1 столовая ложка. Таким образом, чтобы вся мука хорошенечко покрыла ягоды. После чего переброшу чернику на сито, чтобы лишняя мука не попадала тесто. И после этого распределю чернику по бисквиту. Прям сверху насыпаю. Слишком много не добавляла на первый раз. Хочу посмотреть, как получится. Пропечется ли хорошо бисквит, не посечет ли ничего. И стараюсь распределять равномерно по всему тесту, по всей поверхности будущих бисквитов. И отправляю противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 10 минут уменьшу температуру до 160. Выпекаем бисквиты до готовности. Они у меня выпекались 35 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Готовность проверяйте деревянной палочкой, вставленная в центр, она должна выходить сухая. И бисквиты должны пружинить, не седая под пальцами. Даем бисквитам слегка остыть в формах, затем извлекаем из форм и полностью остужаем на решетке. В начинке у меня будет черника и банан. Сейчас мы приготовим черничную начинку. Для черничной начинки беру 170 граммов замороженной черники, 40 граммов сахара и 10 граммов кукурузного крахмала. Наливаю около 1 столовой ложки лимонного сока. Все перемешиваю. И отправляю на огонь. Постоянно перемешивая, дождусь возникновения первых пузырьков. И подержу после этого на огне еще 40 секунд или 1 минуту, чтобы крахмал заварился. Вот такое густое пюре получилось. Крахмал хорошо заварился. Перемещаю пюре в другую емкость. И накрываю пленкой в контакт. Приготовлю банановую начинку. Для нее возьму 170 граммов бананов. У меня это 2 небольших банана. Добавлю лимонный сок около 1 столовой ложки. И пробью с помощью погружного блендера.
Примерно половину бананового пюре перемещаю в ковшик. Добавляю 10 граммов сахара и 10 граммов кукурузного крахмала. А также хочу добавить небольшую щепотку куркумы для цвета, чтобы не добавлять краситель. Перемешиваю. И отправляю на огонь, доведу до кипения. После закипания постоянно перемешивая, подержу на плите еще около 20 секунд. Сначала получится вот так вот очень густо. Теперь добавляю отложенное пюре. Перемешиваю. Все-таки в следующий раз я буду уваривать не половину пюре, а где-то 2/3. Тогда будет лучше. Не получится комочков, как у меня сейчас вышло. Вот такое густое пюре получилось. Теперь останется только нарезать банан кусочками и смешать с этой начинкой перед прослаиванием торта. Я добавлю еще где-то 100 граммов банана. 320 граммов сливочного сыра взобью с помощью миксера, немножко его размягчу. Добавляю к сыру 40 граммов сахарной пудры. Перемешиваем. И вливаю 120 граммов жирных сливок холодных жирностью 33%. Прекраснейший крем-чиз на сливках готов. Им уже можно прослаивать торт или делать шапочки на капкейках. Но мы будем с вами делать черничный крем-чиз, поэтому я взяла 50 граммов черничного пюре, которое мы с вами приготовили заранее, и протру его через сито в крем. Сито нужно взять покрупнее, чтобы кусочки все-таки попадали в крем, потому что это будет красиво смотреться. Пюре тоже должно быть холодное, из холодильника. И теперь на небольшой скорости миксера перемешаем до однородности. Долго не перемешивайте, чтобы не перевзбить крем. Лучше потом домешайте с помощью лопаточки. Крем получается очень красивого цвета. Абсолютно без капли красителя. Им можно как и прослаивать торт, так и сделать замечательные шапочки на капкейки. Очень хороший крем. Соберем торт. Пропитывать коржи можно простым сиропом, молоком, сливками, всем, чем вам нравится. Я буду пропитывать молоком. Делаю бортик из крема. Помещаю в центр черничный конфитюр подготовленный. Он хорошо уже охладился. Равномерненько распределяем. И накроем вторым бисквитом с черникой. Пропитывать очень сильно не буду, больше краешки пропитаю. Внутри, в центре бисквит достаточно нежный из-за черники и влажный. Но опять же это на ваше усмотрение, как вы хотите. Делаем снова бортик из крема. Теперь беру остывшее банановое пюре. Добавляю в него нарезанный банан кубиками.
Перемешиваю. У меня здесь очень маленький бананчик, который 80 граммов весил. Перемешиваю и помещаю на крем. Сделаю бортики чуть повыше. Прослойки много. И сверху опять кладу бисквит. Оборачиваю торт ацетатной лентой. И зажимаю в кольцо. Верхний корж также пропитаю молоком. Сверху накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник для стабилизации. Оставшийся крем в кондитерском мешке помещу пока в холодильник. Торт постоял, хорошо пропитался. И теперь с помощью остатков крема я покрою его тоненьким финишным слоем. Толстый слой мне не получится, но это торт для домашнего чаепития, поэтому ничего страшного. Если вы хотите делать торт для окончательного выравнивания, можно сделать больше крема, где-то на треть. Выровняла торт немного, слой крема тоненький, и сделаю украшение из взбитых сливок. Напоминаю, что торт для домашнего чаепития, поэтому можно его с легкостью украсить взбитыми сливками. Вот такой торт получился. Посмотрим, какой он в разрезе. Добавлю немножко кокосовых кранчей. Вот такой аппетитный торт получился. Скоро мы его попробуем. Торт получился очень нежным, легким, абсолютно таким не приторным и не тяжелым. Нежнейший бисквит, достаточно влажный и две вкуснейшие начинки. Если вы попробуете, я уверена, не пожалеете.